И еще немножко лирики для тех, кому интересна не только основная тема выпуска, но и в целом немножко о жизни в Аргентине. У меня действовала страховка ОСДЭ. Это одна из лучших здесь страховок, которая покрывает вообще практически все, в том числе 60% стоимости медикаментов. Хоть и контракт был расторгнут у нас 28, по-моему, ноября, страховка продолжила действовать до 13 декабря. Я решил не упускать шанс воспользоваться этим. До этого я еще запустил полный чекап организма, и как раз в рамках этого чекапа у меня обнаружились, как ни странно, аллергии, о существовании которых я вообще не подозревал никогда. Оказывается, у меня есть аллергии на котов, собак, на пыль, на там цветение, короче, на всякую ерунду. Плюс, как видно, у меня такая довольно арийская внешность, короче, нордическая, да, нос сплюснутый, вот я к чему. И дыхательные пути тоже узкие. Плюс сделали КТ, обнаружив, что есть небольшое искривление перегородки, и предложили, короче, помимо медикаментозных способов лечения аллергии, облегчить мне жизнь путем проведения операций по расширению дыхательных путей в носу. Я спросил, покроет ли моя страховка это. Они сказали, что да. И вот прямо сейчас, до того, как я включил запись этого видео, я получил одобрение от страховой, где они говорят, что мы выслали одобрение в клинику санатория Оженде, где будет проводиться операция 12 декабря, то есть последний день до окончания действия страховки. И самое важное, что это событие тоже сильно повлияло на самом деле на мой выбор пути, потому что первоначально у меня все же был план ехать на участок и строить там времянку, бытовку такую и заселяться в нее. Но после операции 2-3 недели мне потребуется на восстановление, потому что в носу будет просто одна большая сплошная рана. И любая нагрузка, любое повышение давления может спровоцировать сильное кровотечение и значительное ухудшение состояния. Поэтому я решил сфокусироваться на том, о чем уже сказал. Доброе утро. Послушайте, как поют птицы. Короче, иду к 6 утра в клинику санаторию Оженде. Сегодня 12 уже декабря, и у меня назначена операция по расширению дыхательных путей в носу. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Все инструкции соблюл, и скоро выйду на связь снова. Ну что ж, апгрейд турбин произведен успешно. Должен признаться, что такого опыта повторения не хотелось бы никогда. Вышел из аптеки, закупив все, что прописали. И тут тоже страховка помогла, покрыв 70% расходов. Заплатил в результате порядка $12 или 11 за все медикаменты на 30 дней ближайших. Сейчас, правда, не знаю по состоянию, как буду себя чувствовать. Иду домой монтировать следующий выпуск. Ну вот, как получится, так уж и получайте. Ну что, у нас ведь с вами реалити-шоу, правда? Запишу сегодня, в субботу, 13 декабря, просто немножечко фрагментов из моей жизни, которая вот сейчас складывается в ближайшие дни, потому что после вчерашней операции мне дали ряд ограничений. Нельзя употреблять теплую или горячую еду и напитки, только холодное, желательно там мороженое кушать, пить холодные напитки, короче, такое все.
Поэтому варил себе кашу и ждал, пока остынет, делал салаты и все остальное. Мороженое вот сейчас стоит, ждет меня. Только полусидя можно спать 48 часов. Ну и, как я говорил, там ближайшие 2-3 недели избегать вообще любых физических нагрузок. Поэтому как раз будем фокусироваться сейчас на дальнейших поисках. Сегодня обновлял страницы, увидел один новый вариант. Вот сейчас его вставлю. Итак, вот этот вариант. Что мы тут имеем? На первом месте идут, конечно, самые красивые фотографии зданий, которые находятся снаружи, которые видны за окном. А теперь давайте посмотрим дальше. Вид прекрасный, тут, конечно, ничего не скажешь, но это вид на город. А внутрь, если посмотреть, то может возникнуть желание отвернуться. Смотрите, входная дверь, там санузел, справа видна дверь входа. Кухонька совсем небольшая, ну, допустим, можно вот от этого выступа сделать барную стойку с таким столиком, чтобы с этой стороны была пара стульев, да, тогда кухня будет хотя бы более или менее. Но смотрите, какое маленькое окно. То есть тогда, может быть, так строили, когда проблема была там с кондиционерами, и поэтому делали маленькие окна, чтобы не перегревалось здание. И сейчас проблема может быть в том, что ты второе окно уже не сделаешь, потому что если это какое-нибудь очень старое здание, которое имеет какую-то архитектурную ценность, вам просто не дадут сделать окно, чтобы не испортить облик этого здания. Это какой-то шкафчик, похоже, потому что это две дверцы, не одна сплошная дверь. Вот. Ну и видно, что старая. И фотографии, смотрите, как аргентинцы делают. Но еще повезло, что здесь пальца нету в кадре, потому что часто очень встречаются. Тоже сантехника видно старая, хоть и белая. Обычно старая еще бывает коричневая, зеленая, розовая. Но не видно душа, есть он там нету. Подозреваю, что даже может не быть. Ну или напротив биде торчит какой-нибудь там. Все на этом. Сейчас посмотрим описание. Значит, 20 квадратов, 26 тысяч долларов. А сценар, значит, новенький, только что построенный. Вот давайте на русский переведу, чтобы было совершенно новый. Описание, что содержится. Ну, текстовое описание того, что мы увидели, это понятно. Конечно, по карте мы видим, что расположение чудесное. Вот она, площадь Сан-Мартин. Вот эта пешеходная улочка, там, где жакаранды цветут постоянно. Туристов поток здесь огромный. Ну и вот сам Google подсказывает желтым цветом карты, что это зона высокой посещаемости. Так что место, да, действительно довольно стратегическое. Но, как мне кто-то говорил, и, по-моему, это даже был Фарид, что вот старые здания такого плана, с ними надо быть очень осторожным, потому что им уже за 100 лет, поэтому и скрывают здесь возраст. А если тогда в начале там, прошлого века делали, например, металлические трубы, то вы представьте, во всем здании весь трубопровод сгнил. И вы в своей квартире сделаете, а в соседней нет, и в соседней нет. И вас будут топить, топить и топить. Ну, если вы на верхнем этаже, то вам, может быть, чуть больше повезло. Но все равно проблемы есть. Но, тем не менее, то, что вариант появился свежий, и цена вроде как интересная, можно было бы рассмотреть. Тем более такой красивый верхний этаж, видовой. Значит, что еще хотел сказать, это то, что вообще я хотел бы себе выделять какое-то время на то, чтобы выгулять свое сознание, свое воображение, напитать какими-то новыми эмоциями, не только в колесе крутиться, как белка. И поэтому сегодня вечером планирую выбраться на улицу. Сейчас на улице жара, 35 градусов, и мне тоже противопоказано появляться на солнце и в такую жару. А нужно будет еще в магазин за продуктами, потому что жить тоже как-то надо. Вот, и вечером схожу прогуляюсь, может быть, что-то еще запишу. А на завтра есть план съездить, посмотреть район южной части Гуэмеса, вот эту авениду Пуэридон, где очень много криминала, потому что
и риэлтор, и кто-то там в нашей группе говорил, что вот там живут и все хорошо вроде. И заодно еще хочу заехать к одному из клиентов, которого, кстати, упоминал раньше, на интервью взять у него. Потому что он совсем недавно прилетел, у него все свежо в памяти, и он как раз прошел через ряд трудностей, и теперь тоже может поделиться очень ценной информацией для тех, кто для себя рассматривает переезд, перелет в Аргентину, и особенно перелет через Туркиши.